И снова здрасте. Сегодня я обозреваю аккумуляторную дрель шуруповерт Festool T18 плюс T. Расскажу о своем опыте использования, своих впечатлениях и порассуждаю, есть ли смысл его покупать. Скорее всего, буду много говорить о стоимостях, не то чтобы я жадный, просто хочу знать, за что я плачу. Если я плачу качество, это одно, а если платить за фирму, то это не ко мне. Здесь, как и в моем обзоре фистуловского лобзика, будет во многом смазано впечатление ценой агрегата. Но будут поблажки и из-за возраста модели. Много буду отсылаться к шурику, которым я пользовался до него, а именно Fine ICN12. Также будут проводить параллели с шуруповертами других фирм. Еще раз проговорю, что мебелью я не занимаюсь, угловых и эксцентриковых насадок в руках не держал. Здесь про это не будет. Моделька далеко не новая. С 2013 года в ней почти ничего не меняется, но устаревшей ее назвать нельзя. Сделан он в Германии. Лучше бы китайцы собирали, там хоть ребята на опыте такой херни не сделают. Не хочется думать, что это конкретно мне такой впарили. Ну, что тут скажешь. Имея в свое время на руках два шуруповерта, сделанные в Германии, могу сказать однозначно. Fine, берешь в руки, маешь вещь. Качество сборки у них, на мой взгляд, несопоставимое. Там действительно индустриальный инструмент. Это же больше про, не знаю, фирму, понты и так далее. То есть возникает стойкое ощущение, что половина, если не две трети стоимости инструмента, ты просто платишь за бренд. Из косяков сборки в этом шурике среднее положение переключателя реверс-форвард надо ловить. Это не как в большинстве шуруповертов, где ты там пальцем щелкнул, и все. Тут надо быть внимательным, его выставлять. Это точность все-таки. Сколько раз я его материл, когда он у меня в рюкзаке на себя что-нибудь наматывал, я и вспоминать не хочу. Потому что остальные шуруповерты я всегда возил в рюкзаке с присоединенным аккумулятором, и проблем никогда не возникало. До покупки премиального инструмента. Блокировка вала. Она тут регулярно прокручивается, то есть, когда меняешь оснастку, складывается ощущение, что купил шуруповерт на маркетплейсе за 20 баксов. То есть в таких моментах, как замена оснастки, он уже чувствуется как дешевое говно. Вес. По современным меркам я бы сказал, что он такой достаточно тяжеленький. Для тех лет, когда он создавался, конечно, все наоборот. В голом виде он весит 1 килограмм. С патроном Центротек кило 50. Со сверлильным патроном кило 250. Отдельно аккумуляторы, соответственно, троечка весит 400 грамм, пятерка уже 730 грамм. И вот в таком виде он весит почти 2 килограмма. То есть на сегодняшний день шурики такого веса в 3 раза мощнее, чем этот. То есть он уже ощущается как гантель. Эргономика. Как он ложится в руку? В целом, я считаю его очень удобным, если у вас не маленькая рука. Мне он уже впритык, то есть прям рукоять, заполняющая ладонь. Если не смотреть на толщину, наверное, один из самых вообще удобных шуриков, который мне попадался. Рукоятка обрезинена вся, полностью, то есть как бы руки не вспотели, он не шелохнется. Также здесь сверху имеется обрезинка, то есть если вы возьмете вот так двумя руками, тоже офигенно удобно. Плюс в таком положении у вас ровно под пальцем колесо регулировки усилия. Короче, все классно, все продумано. Шпиндель здесь имеет байонетный разъем. Это не хорошо, не плохо, это кому как нравится. Но, в отличие от нормально сделанных разъемов у других производителей, здесь внутри еще и шестигранник сунут. Извращенцы. В целом, такая конструкция на любителя. Я не один год проработал такими шуруповертами и могу сказать, что два полноценных шурика оно, конечно же, не заменит. Все надо постоянно сверлить и тут же закручиваться, туда-сюда вот эти патроны перещелкивать, вы заколебаете. Если отдельно где-то насверлили, потом отдельно покрутили, то в волне очень даже удобно. Дополнительно надо помнить, что такая конструкция очень чувствительна к малейшим загрязнениям. Любая песчинка, попав на шпиндель, может привести к заклиниваниям и биениям. За этим делом надо следить. Дальше. Под шпинделем идет подсветка. Смотрим подсветку с патроном. То есть она как бы есть, ну, такое себе. Самое здесь бесячее. Отпустил палец тут же, а вот с патроном Центротек уже светит ровненько на биту. Для сравнения поставил рядышком 83-ю Макиту. Фистуловская подсветка и вот инструмент подешевле. Тут как бы небо и земля, то есть это, ну, это не серьезно. С присоединенным патроном можно сравнить, например, с Милоки.
Хотя что тут сравнивать? Можно сделать скидку на возраст, но от этого она лучше не станет. На сегодняшний день это просто убожество. Идем дальше. Вместо трещотки здесь электронный ограничитель момента с отсечкой по току. Никаких пружин, никаких шариков. Что могу сказать? У меня эта пищалка поначалу просто вот вызывала восторг. Если приходилось собирать какую-то мебелю, я прям кайфовал от этой штуки, пока она не начала глючить. В этом-то и заключается самый основной подвох. В обычной трещотке просто пружинки с шариками. Ну или одна большая пружина, не суть. Там сбоить нечему, и привязки электроники к заряду аккумулятора там тоже нет. Я не раз общался с мебельщиками, которые этот ограничитель момента просто ненавидят. Порой, когда она начинает тупить, какое усилие надо ставить, что вообще с этим делать, непонятно. Регулировка усилия осуществляется вот этим колесиком, имеет 25 положений. Работает это все только в режиме заворачивания. То есть если переключить на сверление при любой скорости, все вот это дело уже не работает. Как по мне, это очень удобно. И само колесико регулировки, и тот факт, что если понадобилось сверлить, просто переключаешься. То есть не надо брать и всю трещотку вот так прокручивать. Просто красота. Но если говорить сухо про работу с мелким крепежом, на сегодняшний день она будет ничем не лучше, чем та же Makita за 100 с небольшим баксов. Вот, например, шурупики 11 на 2,5 и кусок соснового щита. Так, первое положение, вторая скорость. Шуруп. То же самое. Первое положение, вторая скорость. Шурупик. Разницы никакой. Переключатель скоростей. Их тут две, 450 и 1500 оборотов в минуту. В целом все хорошо, но иногда при переключении на вторую скорость может вот тут подзаедать. Штатно установлен патрон на 13. Трещотка и переднее вращающееся кольцо тут имеется. Корпус пластиковый, поэтому никакая краска облизать не будет. Короче, патрон офигенский. Что касается биений. Тут по ситуации. Это как? Очень просто. Патрон здесь посажен на шестигранник. Соответственно, если увидели биение, патрон отстегнули, чуть-чуть провернули, пристегнули обратно. Смотрим. Биения нет, работаем. Биение есть, опять отщелкиваем, и так по кругу, пока биения не пропадут. Как с любой оснасткой под шестигранником. Вот эта фиговинка называется патрон Центротек. Идет в комплекте, но можно еще отдельно докупить, всего 50 баксов стоит. По сути, Центротек — это просто проприетарная оснастка, единственная задача которой — вытягивать бабки из пользователя, чтобы он не мог использовать стандартную оснастку. Если вдруг кто-то не знает, на всякий случай проговорю. Обычная бита для шуруповерта в это говно не влазит. То есть стандартная бита на 1/4, она сюда не влазит. Хотите использовать стандартную оснастку или докупайте битодержатели. Замком, например, у нас стоит всего лишь $75. В Европе можно дешевле купить. Или зажимайте в сверлильный патрон. Конечно, есть третий путь. Взять нормальную биту, сточить с нее грани, сделать проточку, и тогда она будет вот в эту залупу вставляться. После пары таких манипуляций я понял, что вся эта система Центротек может пойти куда-нибудь подальше. В целом, дрочилово с допиливанием я считаю сомнительным, потому что как-то странно покупать дорогую вещь, потом на спичках экономить. Есть много разных сказок о том, что оно якобы лучше сбалансировано, но на деле ни хрена подобного. Биения такие же, как и везде. Скорость и удобство здесь не больше, чем в любом другом шуруповерте с патроном подбиты. С одной только разницей, что вот эта вот залупа, наверное, одна из самых неудобных, что мне попадались. Если взять нормальный шуруповерт или винтоверт и нормальное сверло, биений так практически не будет. И смысла в этой системе Центротек тем более нет. Короче, тупейшее выкачивание денег, и я все это барахло сбагрил и не жалею. Всю их оснастку раньше делала фирма Виха, сейчас еще делает Вера. Как биты, ничего вообще особенного. Если уж покупать дорогие биты, то я бы брал лучше, например, там Fellow Diamond или что-нибудь похожее у других производителей, тут хоть знаешь, за что платишь. Сзади под рукояткой имеется индикатор заряда аккумулятора. Спереди небольшая такая площадочка для хранения бит. Сюда. Таким образом можно засунуть 4 25-ки. Я обычно храню одну PH2, одну PZ2. Вот таким макаром.
На мой взгляд, один из самых удобных держателей, что мне попадались. Он никак не мешает, не раздирает руки, в него не магнитится металлическая пыль. То есть биты можно засовывать разной длины. Короче, мне нравится. Ну что ж, плюсы, минусы, нюансы. Первый — тихонечко работает. Наверное, это один из самых тихих шуруповертов, что мне вообще попадались. Вроде бы мелочь, а приятно. Второе — остановка при заклинивании. Вот он мне как раз-таки руки никогда не выворачивал. Вот он всегда останавливался там, где надо и когда надо. Да, иногда он бывает чрезмерно чувствительным, но им не боишься крутить что-то побольше. То есть я бы сказал, что безопасность тут на уровне. Дальше. Регулировка усилия. Когда она не глючит, конечно. Прям кайф. Плюс функция дожима. Если вы закрутили шуруп, но вам недостаточно, вы, не трогая настройки, не вытаскивая биту, нажимаете еще раз, и в этот момент усилие будет немного больше, что позволит при необходимости утопить шуруп ровно сколько нужно. Дальше. Честные характеристики. Написано 50 ньютонов на метр. Никаких вопросов. То есть это не тот случай, когда производитель указывал какие-то фантастические цифры, которые он сам непонятно как намерил. Тут вообще нет вопросов, просто жирный плюс. Держатель бит вот под рукояткой. Вот вроде бы мелочь, но из них очень много складывается. Не есть с чем сравнивать, этот один из самых удобных. Это вот тот случай, когда оно есть, и этим удобно пользоваться. Минусы. Первое — это, конечно, качество сборки. Для инструмента Hargestellten Deutschland ощущается как дешевое говно. Переключатель реверс-форвард — просто позорище. Блокировка вала — тоже сюр. В сравнении с другим инструментом, сделанным в Германии, это какое-то шило. Дальше. Проприетарная оснастка. Про это я уже сказал выше. Если хотите пользоваться вот этой системой Центротек, ну, готовьте мешок денег или набор напильников. Просто для примера, вот хотите такую длинную биту вставить? $40. Дальше. Вес. Ну, для тех лет, когда он делался, он, возможно, был легенький, но на сегодняшний день это такая гантель. Нюансы. Нюанс касательно формы самого шуруповерта. Вот эта модель Т-образная. Но есть еще и Си-образная Си-18. И многие умудряются, даже не подержав в руках, насмотревшись обзоров у разных рекламных блогеров, взять ее и заказать. Я неоднократно с такими людьми общался, которые не знают потом, как этот шуруповерт сбагрить хоть за какую-то часть стоимости. Мне хватило один раз подержать в руках С-18, чтобы понять, что это, наверное, самая неудобная хрень, что мне попадалась. Поэтому, если соберетесь покупать, ну, хотя бы найдите, где в руках подержать. И, опять же, еще про гроши и посадку. Если вам вдруг понадобится заменить патрон, ну, новый начинается от $160. То есть для сравнения, патрон на резьбе 1/2 20 ЮНФ стоит, ну, $25, где-то хорошие рюмовские. Ну, это надо знать. Что интересно, патрон, который идет в комплекте, на нем написано Фистул. А вот если уже купить отдельно, то на нем честно написано фирма Рем. Итого, есть ли смысл идти и отдавать за вот это поделие $500-600? Это без АКБ и зарядного, естественно. Как по мне, конечно, нет. Понятно, что в свое время, когда он только вышел, это было что-то запредельно крутое, прям технологии инопланетян. Но прошло уже больше 10 лет. Цена особо не изменилась. И сейчас за такие деньги его покупать, мне кажется, просто глупость. Если нужно именно для сборки мебели, то у любого современного производителя есть подобные шуруповерты с угловыми эксцентриковыми насадками. Притом они еще будут легче в 2 раза, что по весу, что по цене. Если вы деньги не считаете и при этом не собираетесь ничего делать руками, и он у вас будет просто где-то лежать, вам именно вот фирма важна, тогда да, это ваш. Думайте сами, решайте сами, я свое мнение высказал. На этом все. Всем удачи. Ну и теперь, после всего пришло время для самой важной информации, которую вы больше нигде и ни у кого не получите. Если вы засрете его монтажной пеной так от души, то в первую очередь очищайте резину, потому что пластик и так оттирается без проблем, а вот с резиной все сложнее. Вот теперь все. Будьте бдительны.